На Алиэкспрессе я нашел вот такую дрифт-машинку на радиоуправлении, и мне стало интересно ее заказать. Ведь за весьма небольшие деньги мы получаем полноприводный дрифт Корч с приятным пультом управления. И в этом видео мы проведем обзор на данную машину, я покажу, как она едет и что у нее находится внутри. Поэтому не забывайте подписаться на канал и давайте начнем. И если вам понравится формат такого видео, я буду чаще вам рассказывать про различные товары из Китая. Сама машинка приезжает вот в такой довольно плотной коробке. И давайте ее распакуем. Внутри находится сама машинка с пультом управления, сменные колеса, USB-зарядка для аккумулятора и фишки, которые можно объезжать. И сама машинка выполнена из довольно крепкого и плотного пластика, который весьма приятен на ощупь. Сразу с коробкой на ней стоят дрифтовые колеса, но в комплекте еще есть колеса, которые имеют резиновые покрышки, которые предназначены скорее для гонок, чем для дрифта, и позже вы узнаете почему. Для того, чтобы запустить машину, нужно подключить аккумулятор, потому что для безопасности перевозки его отключают. И насчет аккумулятора, то он здесь установлен на 500 мАч, чего хватает примерно на 25-30 минут активной езды, но при желании его возможно заменить на более вместительный. И в сам пульт управления тоже нужно вставить батарейки, которые не идут в комплекте. После чего включаем тумблер на самой машинке и на пульте управления, и мы готовы к поездке. Честно говоря, с таким пультом управления я ожидал, что будет нелинейный отклик, а по факту у нас есть только триггер педали газа вперед-назад, который не имеет никакой чувствительности. У него есть только положение вкл или выкл. Точно так же и на управлении рулевым колесом. Только вправо или только влево. Невозможно повернуть на какой-то определенный градус. Но за такие деньги другого не бывает. И сразу скажу, что данная машинка предназначена для дрифта по ровной поверхности, например, по плитке или паркету. А если в вашей квартире или доме находится ковер, то по ковру она вряд ли поедет. Тем более с высоким ворсом. Честно говоря, я не ожидал, что она будет такой резвой и мощной, но по факту она действительно рвет с места. Производитель заявляет, что машинка может достигать максимальной скорости 25 км в час. Во что я не совсем верю. Может быть 15, да, но точно не 25. И на дрифтовых колесах она действительно очень легко и просто срывается в дрифт. И даже может буксовать на месте, крутить пятачки и выкручивать всякие классные финты. И здесь точно нужно приловчиться управлять данной машиной, потому что дрифт на полном приводе это весьма своеобразная история. Но если бы у меня была заднеприводная модель, ей было бы абсолютно невозможно управлять из-за недостатка зацепа на передних колесах и линейного управления газом. В любом случае, накатав пару часов на данной машине, я уже понял принцип ее управления, ее механику и инерцию. И что я могу сказать, так это то, что кататься на ней действительно весело и прикольно. Единственное, что будет неудобно, так это кататься в маленьком помещении, потому что машинка разгоняется весьма быстро и имеет некоторую инерцию, то есть остановить ее за секунду не получится. И возможно вы будете часто во что-то врезаться. И хорошо, что корпус машины выполнен из очень крепкого пластика, который не треснет при первой же аварии. Колеса здесь меняются очень легко и просто. Вам нужно лишь открутить центральный шуруп на колесе и заменить колеса. И на резиновых покрышках машинка имеет абсолютно другое управление. Она обретает огромный зацеп и возможно участвовать на ней в гонках, ездить в слаломе, то есть обижать различные препятствия. Но боком она уже не войдет ни в один поворот, потому что мощности не настолько много, чтобы провернуть резиновое колесо. А теперь давайте разберем машинку полностью и посмотрим, как она устроена изнутри. Для начала нам нужно открутить два шурупа спереди и два шурупа сзади, чтобы снять две защитных накладки. И затем откручиваем остальные шурупы, чтобы отделить корпус от Powertrain. Powertrain это сама платформа с аккумулятором, моторами, подвеской и рулевым управлением. И на данной платформе может быть установлен абсолютно любой кузов, который может быть сделан даже и самостоятельно, при большом желании. И сняв кузов, перед нами открывается вот такая картина. Из открытого мы видим только плату управления и антенну, поэтому разбираем дальше. И для этого нам нужно снять необходимые крышки. И под задней крышкой скрывается сам электромотор, редуктор и муфта полного привода. Я думаю, механика работы данной системы вам предельно ясна, потому что здесь нет ничего сложного. А вот под передней крышкой находятся более мелкие элементы. Здесь есть сам моторчик управления рулевым колесом, рулевая рейка, ступицы под полный привод, полноприводный редуктор, стойки и даже пружины амортизаторов. Вся система выполнена из пластика нормального качества, поэтому вы можете не переживать, что машинка сломается через неделю после активной езды. А схема управления очень напоминает машинку из Lego Technic. Если у вас был такой, то вы понимаете, о чем я говорю. Сами детали довольно маленькие, поэтому я вам не рекомендую разбирать эту машинку, потому что будет довольно непросто ее собрать, особенно если у вас в этом нет опыта. Система полного привода устроена традиционным образом, когда у нас есть карданный вал. И если у вас есть большое желание
желание попробовать, как эта машинка ведет себя только в заднеприводном варианте, вы можете просто убрать одну маленькую шестеренку и сделать из полноприводной машины только заднеприводную. И попробовать, как она будет себя вести. Я попробовал, и это абсолютно неконтролируемо. И самое время подводить итоги. Машинка выполнена из довольно качественных и долгослужащих материалов. И от первого удара она точно не разобьется, можно врезаться большое количество раз и ничего с ней не произойдет, и что проверено лично. Она имеет достаточно богатый комплект, в который входят сменные колеса, которые в свою очередь полностью меняют поведение машины. И из дрифт-корча она превращается действительно в кольцевую тачку. Внутри корпуса имеется много свободного места, которое позволит вам заменить аккумулятор, если будет такая нужда, или установить дополнительное оборудование, например LED-подсветку или музыкальный плеер. В общем, я надеюсь, что обзор был вам полезен, а вы напишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу этой машинки. Также не забывайте подписаться на канал и поддержать новую рубрику лайком. Всем спасибо и пока.